Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу ответить на ваши вопросы. Какую проволоку я использую для создания ростовых цветов из органзы и сжатой бумаги Астрид. Также отвечу на вопрос, почему я использую несколько видов проволоки. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересен и полезен. Приятного просмотра! Для создания ростовых цветов я использую всего лишь 3 вида проволоки. Первая проволока – это флористическая. Ее я использую редко, в основном для создания мелких цветов из органзы, либо же для листьев, которые находятся на стебле цветка. А вот следующие проволоки – это омедненная и оцинкованная, их я использую на постоянной основе. Качество этих проволок меня устраивает, причем омедненная проволока – это сварочная. И дальше я вам расскажу, в чем их разница и чем хороша та или иная проволока. Начну с оцинкованной. Продается она вот такими мотками, в основном в строительных магазинах. Я использую эту проволоку в основном диаметры 0,8-0,9 либо 1 мм, в зависимости от цветка, который я буду делать. Эта проволока очень хорошо гнется, я бы даже сказала слишком, и это, конечно, ее минус, так как если ее неровно согнуть, потом очень тяжело обратно выгнуть. Остаются бугорки, которые затем неровно ложатся на органзу. Из-за этого лепесток получается не совсем ровным и может исказить весь цветок. Но благодаря тому, что проволока продается вот в таком мотке, с ней почти делать ничего не нужно. Единственное, нужно выгнуть у основания под ваш лепесток. Выравниваю я эту проволоку тонкогубцами, так как если выравнивать ее руками, опять же проволока может согнуться неровно и останутся бугорки. Руками ее можно только чуть-чуть подкорректировать, и нужно это делать очень аккуратно. Проволоку я ничем не обрабатываю, наношу клей и сразу накладываю на органзу. С цветами ничего не происходит, проволока не окисляется со временем, и если использовать хороший клей, соответственно, он не желтеет затем ни на проволоке, ни на органзе. И следующая проволока – это омедненная сварочная. Эта проволока продается тоже в строительных магазинах и тоже вот такими мотками. Эту проволоку можно выгнуть только с помощью тонкогубцев, так как она очень упругая. Поэтому для этой проволоки желательно придать форму сразу, которую вы хотите видеть на лепестке. Конечно, если постараться, вы можете попробовать ее выровнять с помощью рук, но я не советую это делать, так как проволока очень упругая и, скорее всего, у вас не получится и займет это больше по времени. Эта проволока тоже очень хорошо держит лепестки. Также я ее ничем не обрабатываю, наношу сразу клей и приклеиваю к органзе. Она не окисляется со временем, и клей я использую одинаковый, как и для оцинкованной, так и для омедненной проволоки. И еще этот цвет проволоки мне очень нравится, как он смотрится на органзе, на готовом цветке. Ну и со следующей проволокой, я думаю, работали уже все. Это обычная флористическая проволока. Как я уже говорила ранее, что эту проволоку я использую только для листьев на стеблях, либо же для маленьких цветов из органзы. Эта проволока от слова совсем не упругая и не крепкая, поэтому маленькие листья она в принципе выдержит. Легко отрезается плоскогубцами, гнется тонкогубцами, также гнется очень хорошо руками. Поэтому эту проволоку я использую для каких-то более мелких деталей и если нужна какая-то реалистичность. И эту проволоку я сначала обматываю тейп-лентой, а затем наношу клей и приклеиваю к органзе либо бумаге. Ну и теперь отвечу на вопрос, почему я использую несколько видов проволоки. Здесь все просто, это зависит от цветка, который я буду делать, а если точнее, в какой цветовой гамме будет вся композиция, либо же это будет один цветок, и уже от этого я отталкиваюсь, какую я буду использовать проволоку. Вот этот цветок желтого цвета смотрится прекрасно с омедненной проволокой.
А вот цветок в таком серебристом цвете смотрится очень хорошо с оцинкованной проволокой. И цветок из сжатой бумаги Астрид, его я делала тоже с оцинкованной проволокой, так как это бумага, и мне нужно было, чтобы конструкция была более подвижной. Допустим, цветок из белой органзы прекрасно смотрится как с омедненной, так и с оцинкованной проволокой. На вопросы я ответила и надеюсь, что видеообзор был для вас полезен и интересен. Если после просмотра данного видеообзора у вас появились еще вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!